Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Navi CSGO. И рядом со мной находится Алексей Костылев. Мы находимся в городе Антверпен. И в первую очередь расскажи мне, Леша, какими судьбами? Всем привет, ребята! Давно не виделись, Тоня. Также и с тобой давно не виделись. Я уже соскучился за всеми. Подписывайтесь на канал для начала. Нажимайте колокольчик. А мы здесь какими судьбами? Мы снимали документальный фильм о беженцах, которые вынуждены были переехать с Украины на территорию Европы и получить защиту от Европейского Союза. Мы встречались с ребятами с Мариуполя, мы встречались с ребятами из Харькова. Только что встречались с девочкой из Мелитополя. Она рассказала нам свою историю. И сейчас мы находимся в Антверпене и будем снимать для вас очень крутые влоги, по которым вы скучали, как вы нам писали в социальных сетях. Да, совершенно точно, поэтому у вас миссия благородная, Алексей, я благодарна вам за это. Кстати, некоторым ребятам, которые рассказывали нам свои истории, мы подарили билеты, и с ними мы увидимся уже на стадионе. И обязательно поделимся эмоциями ихними, потому что они впервые на чемпионате, и мы решили сделать им такой, не знаю, приятный подарок, да. Мы помним тот фурор, который произвело видео про Стокгольм, который мы, Леша, с тобой делали на прошлом мажоре. Вообще, прошлый мажор был удачным для нашей команды, поэтому давайте будем двигаться примерно по такому же сценарию, чтобы и, итог был соответствующим. Поэтому, да, сегодня вы увидите тур по Антверпену небольшой, мы покажем те места, которые, на наш взгляд, здесь прикольные, симпатичные, стоят вашего внимания, расскажем вам про город немного, да, наверное, разделимся, потом где-нибудь соединимся. В общем, давайте смотреть это видео, подпишитесь на канал. И не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Совершенно верно. Поехали. Поехали. Леша пошел на другую локацию, а я осталась на этой площади для того, чтобы рассказать вам легенду города Антверпен. Итак, слушайте, присаживайтесь, слушайте внимательно. Значит так, за моей спиной вы видите памятник, где, в общем-то, изображен сценарий этой легенды. Был такой жестокий, жадный, свирепствующий великан, который стоял на торговом пути и со всех собирал дань. И одному парню по имени Брабо это абсолютно не понравилось. Он пришел к этому великану, оторвал его руку и бросил в реку Шельду. Собственно, от этого и пошло название Антверпен, хандверп, это бросить руку. Вот такая вот жестокая легенда изображена на этом красивом фонтане. Вон, видимо, этот Брабо с этой рукой. В общем-то, вот и вся история. Находимся мы сейчас в самом центре старого города. Это вот площадь Гроте-Моргт. Тут есть ратуша, рядом много кафешек, люди гуляют, туристический центр. Я вам сейчас немножко подробнее еще покажу, что есть на этой площади. На этой площади проходят самые значимые городские события. В принципе, она является центральной в Антверпене и была построена в 16 веке, была такой жемчужиной архитектуры. Это все было тогда, когда Антверпен был торговой столицей Европы. Ну а сзади меня вы видите очень красивое здание, это городская ратуша. В общем-то, она тоже была построена в 16 столетии, в 1561 году, если верить в Википедии. И, в общем-то, это место, конкретно с него можно начать изучать Антверпен, потому что в пешей доступности находится очень много классных достопримечательностей. Поэтому, да, советую начинать отсюда. В 20 веке на Замковой площади был установлен памятник длинному ваперу. Этот антверпенский персонаж легенд, преследует людей, пугает их и приводит к гибели. То есть назвать его позитивным никак нельзя. Выглядит он вот так вот. Ребят, мы находимся на замке Стен. Это крепость, которая была построена в 13 веке на реке Шельда. Выполнена она из камня. Чуть ли не единственное здание того времени, которое было выполнено из камня, потому что все остальные здания были выполнены из дерева. До 19 века здание использовалось как тюрьма.
Как я говорила, мы находимся в самом сердце туристическом Антверпена. Мы свернули на такую уютную улочку, она вся засеяна разного рода кафешками. Что здесь едят? Да практически все. Очень любят разного рода панировку, картошку жареную, естественно, бельгийские вафли. И очень много здесь классных ларьков с мороженым, которые тоже хочется попробовать. Может быть, будет возможность. И я хочу встретиться с Лешей и пойти в какой-нибудь бельгийский ресторан, чтобы показать вам немножко больше бельгийскую кухню. Я сама еще ничего не пробовала, потому что мы питаемся в основном азиатским, итальянским, но очень хочется попробовать для впечатлений, собственно говоря. А мы идем к собору Антверпенской Богоматери. Пойдем. За моей спиной кафедральный собор Богоматери. Его особенность в том, что у него есть башня, которая достигает 123 метров, и ее, в принципе, видно из любой точки Антверпена. Вообще, прелесть Антверпена в том, что тут все близко, и ко всему можно дойти самостоятельно пешком. Начали строить этот собор в 14 веке, и, как видите, до сих пор недостроены, судя по лесам. Я шучу. Закончили в 16. Но сейчас, видимо, идет какая-то реконструкция. В общем, очень красивый, тоже советую посетить. Все круто. Идем дальше. Если вы думали, что мы приедем в Бельгию и не попробуем вафли, то вы глубоко ошибались, потому что мы уже здесь, мы нашли какой-то ларечек, где максимальное количество бельгийских флагов, максимальное количество разных вафель, и мы их будем что сейчас? Пробовать, ребята. Потому что Бельгия — это страна вафель. Это я вам скажу с уверенностью. Тут на каждом углу вафли. Вафли есть всевозможные, есть завтраки с вафлями, есть яйца, пашот, есть лосось, но все-таки сладкие преобладают. Идемте, мы вам покажем, как они выглядят. Ну что, будем выбирать? Я вижу, тут есть с орешками, есть с шоколадками, есть с M&M, с маршмеллоу. Вообще, они все такие сладкие, что мне даже на них страшно смотреть, но попробовать-то нужно. Может быть, с клубничкой, чтобы как бы хоть какая-то польза была от этого чтобы мероприятия. Да, какая-то. Вот видишь, тут еще есть такие типа на палочке. Ну, в общем, какие хотите, друзья, какие хотите. Ну я что, ты не какой хочу будешь, с никаких клубничкой? в данный момент. Ну да, давай попробуем с клубничкой. Одну на двоих, да? Попробуем, Окей, попросим, да. что нам порезать. Ну что, полетели? Да полетели, что. Вафелька свежая. Какая вкусная голубика. Ну что, вкусная вафля. Вафля и вафля, да? Я так скажу, я не любитель там вафель, но все сделано достойно. Особенно с голубикой заходит, да? Да, нормально, нормально. Очень сладко, с сахарком, шоколадом. Но нам бы какой-то шницель, да? Чем хочется есть, да. Ну, мы, кстати, не можем найти нормальную бельгийскую еду. Картошечку фри тоже бы хорошо зашла. Ребят, мы зашли в бельгийский ресторан, здесь очень много блюд, нужен переводчик. Я вот как раз занимаюсь этим. Нам дали английское меню, но я все равно плохо понимаю. Цикорий. Что цикорий? Цикорий — это цикорий. Да, Подожди, сфоткать покажу, надо, да? Ну, все, видишь, и там ты можешь еще разбираешься. автоматическое сделать определение языка. Жесть. Валавана, картофель фри, салат. Фламандская рагу из говядины. Я, наверное, буду это, потому что Фламандия, мы же в Фламандии. Чиполлита с пюре тоже не знаю, что это. Угорь в соусе из зелени, я не ем угорь. Форель с беконом и луком. Мы с Марком читали, что многие советуют попробовать мидии. Ага. И, наверное, я их все-таки попробую, потому Давай, что я попробую у тебя. Настоятельно рекомендовали бельгийцы. И здесь действительно очень большой выбор мидий. Какие цены, давай скажем? Ну вот 18 евро в среднем стоит основное блюдо. Вот эти мидии, да, 22-23. евро. 25? Короче, ребята, меньше чем 15-20 евро здесь как бы блюдо заказать невозможно. Это дефолт для Бельгии, да. Хорошо, но мы сейчас еще выберем точно, что мы будем. Я, наверное, буду все-таки рагу. И покажем вам и устроим дегустацию. А я буду мюсли в белом вине. Вот так вот. Nice. Так, Леха заказал мидии, да, по-брюссельски. Мидии по-брюссельски. Там с чем они? Белое вино, чеснок и спайси соус. Специи какие-то. Нет. А я заказала гуляш. Вот он, кстати, вон. Yeah, it's for me. Thank you. Thank you. Это гуляш по-фламандски. And potato? Oh my god. Oh my god, this is a potato.
Мне помогут. Окей. Класс, Thank you. кайф. Так, давай, тестить. Ну что, тестить. мы приступим. Ну, у тебя, наверное, очень Приступим. горячая, мне еще можно попробовать. Вот прямо вот сейчас вот я первую мидию. Ну, короче, гуляш. Мясо мягенькое, соус мясной. Все прекрасно. Да, Картошка. мидии топ. Приятного В общем, аппетита. мы ставим бельгийской кухне лайк, правильно? Да. Понимаю. Рабочее дело. Ну что, мы прошлись по центру города, мы поели, мы даже съели вафли. И сейчас мы идем уже по направлению к нашей гостинице по улице Мейер. Что это за улица, Леха? Мы здесь каждый день ходим. Это знаменитая улица Мейер. Здесь расположены самые главные магазины. Все бренды представлены на этой улице. Очень много велосипедистов, кстати. Наши Я вам операторы хочу сейчас сказать. буквально рискуют своей жизнью для того, чтобы мы сняли красивую проходку по ней, но тем не менее. Да, здесь действительно много всего, и магазинов, и фастфудов. Это пешеходная огромная улица, такая длинная, широкая. Ну, она пешеходная для всех, кроме велосипедистов, пожалуй, да? Да, Тони Пепперони, ты полностью права. Хорошо, давай подведем некий итог нашей прогулки. Как тебе Антверпен, Алексей? Слушай, ну если честно, город сам по себе красивый, но в тех местах, которые называют старый город. Да. Поэтому он и красив. Здесь очень много людей, и я не могу сказать, что очень чисто. То есть так чисто, как хотелось бы. Да. Поэтому впечатления такие у меня неоднозначные об этом городе. Я с тобой полностью согласна. Вообще Антверпен — это второй, насколько я знаю, город в Бельгии после Брюсселя по масштабам, да. Очень много людей, не очень здесь чисто по сравнению с другими городами, да и в принципе даже по сравнению с Киевом, я думаю. Очень большая вероятность быть ограбленным. сбитым велосипедистом или ограбленным. Вот. Говорят, что да, здесь и преступность высокая. Но архитектура вот старая очень красивая. Мы вам рассказывали про здания там, 15 века, 16 века. Это действительно стоит посмотреть. Потом, если будете проезжать мимо, заезжайте. Мы, конечно, понимаем, что время не для путешествий, и вы сами понимаете, что мы здесь тоже как бы не как туристы. Но нам хотелось показать вам немножко город, в котором проходит мажор. И не порадовать только вас саму игру. контентом, Да. потому что последние уже 3 месяца, они совершенно неспокойные, и мы хотим, чтобы ваша жизнь потихонечку возвращалась в правильное русло. Поэтому смотрите нас, нажимайте колокольчик, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Но это еще не все, Мы объединим наш влог с 2 дней. Сегодня мы бездельничаем, мы гуляем по городу. Завтра, в это время игроки, конечно же, тренируются, наши, Нави. Вот, а завтра мы подснимем для вас немножко сам процесс тренировок и постараемся с кем-нибудь поговорить. Я очень надеюсь, что будет такая возможность. Мы Вы сами обязательно понимаете. поговорим, обязательно, потому что мы взяли новые девайсы. Что Для это того, значит? чтобы- Мы издеваться можем? Ну, я имею в виду свою новую камеру, которую можно теперь брать везде. Ладно, хорошо. В общем, продолжаем смотреть влог. Вот к чему я. Мы переместились в будущее. Сегодня 18 мая. У ребят выходной. Я имею в виду выходной от официала, как, в принципе, у всех остальных команд. Рядом со мной сейчас Кирилл после праков выделил нам время для того, чтобы поболтать. Итак, Кирилл, здравствуй. Здравствуй. Какой-то серьезный вайб. Слушай, завершилась стадия легенд. Поделись какими-то своими мыслями уже, знаешь, спустя несколько дней, как она прошла для Нави, есть ли какие-то выводы, которые ты сделал? Ну, я бы сказал, что мы сделали наш гол, то есть вышли 3-0, чтобы у нас было достаточно времени еще подготовиться к плей-оффу и потянуть слабые карты. Мы с этим успешно справились. Сейчас проводим дни, как и хотели, тренируем карты, смотрим на соперников. В принципе, смотрели 2 дополнительных дня игры вообще всех команд, находили что-то новое. Это в любом случае всегда плюс, а не минус. Вот, так что все идет по плану. Вспоминая игры, которые у вас были, все 3, какая, на твой взгляд, была самая показательная, самая продуктивная с точки зрения анализа после? Ну, я думаю, что «Мираж» против Непов достаточно такая карта, которую можно анализировать. Там в какой-то момент просто потеряли нить игры, был какой-то хаос. Вот я даже разговаривал с Хампусом на курилочке, что он говорил, что типа вот мы вас так выиграли на «Мираже». Я говорю, спасибо, это опыт для нас. Надеюсь, еще раз встретимся, мы пикнем «Мираж» обязательно. Вот, он посмеялся. Так что думаю, что этот матч G2, тяжело оценивать, это Best of 1 был такой принципиальный матч, первый матч на турнире. Ну да. Мы были не разыграны как бы к официалкам, они уже пришли с той стадии. Так что, наверное, матч с Непами, да, был для опыта, ну, как бы больше, потому что 3 карты все-таки было. Вот Ancient продлили свой стрик. Думаю, что, в принципе, каждый матч можно какой-то вывести ошибку, но с Непами, наверное, «Мираж» такой основной.
я бы сказал. У тебя был такой очень серьезный подход к мажору, точнее, вот такая позиция, ты ее высказывала, что ты вот готов, ты хочешь поскорее ворваться уже в главный турнир этой весны, и действительно все пока пошло по плану. Ты лично доволен своей индивидуальной формой в легендах и как игрок, и как капитан? Ну, я бы сказал, что я огромное времени уделял на буткемпе индивидуальной игре, и в любом случае даже не показал, я бы сказал, 50% того, что я натренировал. Слишком мало игр просто было, да? Ну, посмотрим. Надеюсь, что к плей-оффу самые важные матчи все-таки. И, не знаю, индивидуально чувствую себя комфортно. Вот, допустим, играя праки, я сыграл около, наверное, 25 FPL-ов. Это все было после тренировок на буткемпе. Вот, так что, не знаю, индивидуально чувствую свою игру лучше, чем сыграл на официалках. Вот. Но, опять же, на это может влиять и как бы, ну, геймплан, то, что нужно колить, как бы все равно основная функция как коллера. Вот, и, не знаю, я там не расстраиваюсь, когда мало убиваю, но просто для себя знаю, что могу сделать лучше. Ну, все же понимают, что редко, когда капитан действительно проявляет себя индивидуально, и как раз часто вот даже в аналитике, когда мы сидим, наши аналитики обычно отмечают, что если капитан настреливает, значит, в команде не все хорошо, поэтому, ну, я думаю, что всем понятно, как это работает. С какими трудностями, на твой взгляд, вы как раз столкнулись вот, и на том мираже, и, в принципе, за легендой, или не было каких-то таких ярких проблем и пробелов, которые... Ну, я бы сказал, с тимпами столкнулись просто какой-то хаос, начался с АКТ, и начались сетапы играться, которые никогда не игрались где-то. Я не мог проколить, где-то не мог понять Андрея, где-то игроки не могли понять меня и Андрея, то есть как-то много каких-то маленьких факторов, и как бы, ну и с той же стороны команда, которая проигрывает 0-1 по картам, по-моему, да, это же вторая карта была, да, вторая карта, они, то есть, как бы понимают, что это их последний шанс там, да, зацепиться, и то есть где-то мы не расслабились, а у нас что-то не получалось, они, наоборот, на большой мотивации старались выиграть, вытащить на третью карту. Вот. У них это получилось, но, опять же, сказал, для нас это опыт был хороший, и не знаю. Ну, вы на Эншенте вернулись достойно, на Эншенте вернулись, не оставили да. вообще шансов. Эншент такая короночка сейчас наша, я бы сказал. Короночка, мы никому об этом не скажем, оставим это. Хорошо. Нет, ну короночка, ну все, я думаю, знают, у нас 10 Эншентов, 10 побед, мы ни разу его не проиграли в официалке. Думаю, что каждый, кто захочет, это посмотрит. Ну, мы это заявляем, мы не боимся, да, что кто-то поймет. Мы не боимся, мы любого встретимся и выясним отношения. Хорошо, Валера, многие сейчас о нем говорят, потому что он является лучшим игроком на турнире с статистикой 1.43. Вот как капитан, как человек, который, в общем-то, с ним играет все это время, ты видишь его прогресс, и в чем он именно? То есть видишь, как он как-то в каких-то вещах стал, может быть, мудрее, что-то больше понимать? Слушай, ну в любом случае в макроигре он, я думаю, растет, потому что когда я только начинал быть капитаном, Андрей там мне указывал на мои ошибки коллера, да, и как бы каждый день, когда тебе указывают на эти ошибки, и в любом случае, даже если ты не понял с первого, со второго, с третьего раза, то ты поймешь с четвертого. Также мы валили, говорим про макроигру, Андрей говорит, команда все подсказывает в каких-то моментах, вот, и, конечно, у него есть апгрейд, 100%, и он чувствует себя намного увереннее сейчас, я думаю, думает, что уже во многих моментах понимает, в принципе, как устроен тир-1 КС, вот, он достаточно много турниров сыграл и выиграл, тем более их, так что я думаю, что прогресс неизбежен в любом случае, когда ты играешь, тренируешься и у тебя есть желание, то прогресс в любом случае придет. Думаешь, это только начало, Валера? Ну, конечно, он молодой игрок, для него выиграть второй матч это вообще, мечта, вот, и хочется помочь ему с этим. И себе заодно, да? Ну и себе. Давай обсудим, значит, события, потому что стадия легенд, она подарила нам много сенсаций, приятных и не очень. Мы увидели Cloud9, которые не прошли, Outsiders, Vitality, G2, и это, ну, как бы очень многих поразило. Давай конкретно поговорим, допустим, про G2, с которыми вы, опять же, встречались в первом матче. Вот ты можешь понять, что не так, что не сработало конкретно в их случае в стадии легенд? Ну, думаю, что, не знаю, в какой-то момент как-то пошло не все, как они хотели, то есть начали с 0-1, best of 1 матча, мне кажется, во многом порешали. В последней карте они там не вычеркнули Ancient, вычеркнули Mirage вместо этого. Мне кажется, это было странно. Вот. Ну и они как команда, как бы с новым коллером, с новым снайпером, не знаю, как команда все-таки они не такой долгий путь прошли, как другие команды. И на самом деле то, что они не вышли в топ-8, ну я бы не сказал, что это прям ужасный для них результат. Понятно, для каждого игрока индивидуально, там они очень сильные, вот, но опять же, как команда, они, там, не знаю, уступают той же Фурии, которая очень много работала над своей игрой. Хотя тоже можно говорить, что у них там 2 новых игрока, но у них есть кор основной, который огромное количество времени играет. Насчет G2 больше нечего на самом деле сказать. А вот Vitality, как ты думаешь, им вообще есть смысл сохранять состав? Потому что, ну, от них тоже, наверное, ожидали больше с такими-то именами. Ну, честно, не знаю. Я еще в прошлом году, когда услышал про возможный такой состав, ну, я сказал, что мне, честно, не нравится. И переход на английский язык, в первую очередь,
не по каким-то игрокам, да, а критерий то, что они переходят на английский язык, интернациональный состав, и мне казалось, что Заеву будет сложно на английском, который плохо его понимает. Ну и, в принципе, мне кажется, с такими проблемами они столкнулись, это в первую очередь. Вот, так что для меня ничего удивительного, что у них там, ну, мало что получается. Может быть, им действительно нужно больше времени, но не знаю, но мне кажется, им нужно проделать очень огромную работу. И в первую очередь это из-за языкового барьера. Очень много давления на Заеву, мне кажется, да, Ну, в этой команде, конечно, все да. на него Когда опираются. перестает еще получаться, то и, в принципе, ну, как бы и индивидуальные команды уже перестаешь как-то чувствовать игру меньше, и, короче, проблем все больше и больше, когда начинаешь проигрывать. Как думаешь, увидим мы его в новой команде? Да, не буду загадывать. Сможет он вернуться на топ-1? Потому что в этом году-то он явно не получит топ-1. Не знаю, честно. Не думаю, что мы увидим в новой команде. Скорее будут какие-то изменения в команде вместе с ним и возвращение на французский язык, может быть, такое. Вот, не знаю. Ну, мы можем только гадать. Cloud9 Outsiders, может, пару слов, что скажешь по этим двум Ну, командам? про Outsiders ребята во многом как бы закидывали такие инфу, что, не знаю, после менеджера будет обновление в составах, там кто-то уходит. Думаю, что они много от себя не ждали, просто пытались как бы сделать максимум, но, опять же, без того желания, без такого единства, которое было. Не знаю, как они готовились к турниру, для меня там вообще ни капли я не удивился, то, что они не вышли. То есть они и так показали, мне кажется, ну, достаточно на этом турнире. Даже дали битву там тем же G2. Вот. По поводу Cloud9, думаю, что это в любом случае сенсация. Этот матч они не должны были проигрывать, они сильнее как команда, и индивидуально там игроки, в принципе, хорошие, как бы топ-4, да, там топ-6 мира, там сколько топ-3, я уже не помню, но в любом случае индивидуально у них игроки сильные, как команда они точно лучше и сильнее, больше вместе играют. И это была игра, мне кажется, если повторился такой же матчап еще 5 раз, я думаю, что все эти 5 раз выиграли бы Cloud9. Ну, да, не в обиду бразильцам, не повезло, не в обиду да? бразильцам, я за них очень болел, честно, даже вчера вот я болел, чтобы они вышли в топ-8, потому что мне хотелось бы против них сыграть. Вот, и, не знаю, отомстить за Егорчика, за финалы, которые они выигрывали у него, за своего друга. Вот, так что, ну, не знаю, ребята, мне кажется, просто что-то произошло в тот момент, в этот матч, и у них не получилось, начали уже нервы. На третьей карте я видел, просто это уже был какой-то, не знаю, не состав Cloud9, как будто играл, честно. Ладно, давай о нашем сопернике. У нас героик в первой четвертьфинале. Знаешь, популярный вопрос, можешь ли ты переключать Кэдиана? На сцене Да, против. поверьте, Ну, вообще наш никто не соперник может сомневаться никогда, что я классический. переключу Конечно, любого конечно. переключу, поверьте, любого. Ладно, давай пару слов по героику этого матча и, в принципе, по самым неудобным соперникам, потому что часто вы говорили, что как раз героик — это один из самых таких неудобных для вас. Да, если честно, сейчас много команд, которые составляют, ну, хорошую битву. Я бы выделил это Фейс, Энс и Героик, да, вот 3 команды, которые сейчас вот остались, которые могут действительно такой носить урон, и матчи не будут точно простыми, тем более мажор, сцена, посмотрим, как все будет. Вот, я думаю, что, в принципе, интересный четвертьфинал с Героик сразу, и, скажем так, не дает расслабиться. Вот, по матчу хочется сказать, что нет, знаешь, задачи перекричать Кэдина, в любом случае кричать будут болельщики. Вот, нужно сфокусироваться на игре просто и выйти в полуфинал. Ну, знаем, да, как играть против героик, в принципе, плаваем, знаем. Да уже долго играли, да, я думаю, что во многом против них частенько зависит в клатч-ситуациях. Вот, и, не знаю, в прошлый раз Нюк не очень получался с ними играть, но, опять же, говорю, к этому турниру мы подошли как команда во многом по-другому. В Вот индивидуальной форме вы подошли, в хорошей, собственно, Да, уже больше индивидуальной, и, в принципе, и в командной форме, я бы сказал, тоже. Сейчас мы много работаем над ошибками и тренируем карты больше времени. Ну, короче, сейчас просто углубились в КС, и в любом случае им будет не так просто, как в прошлый раз. Хорошо, спасибо тебе большое, Кирилл. Отправляемся отдыхать. Завтра у вас автограф-сессия на арене, там тоже мы вас подснимем, посмотрим, что там будет происходить. И уже 20 числа мы ждем четвертьфинал против Героик. На этом мы заканчиваем наш влог. Спасибо большое, что посмотрели его. Поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал, болейте за Нави. До свидания. До свидания. Да, Кирилл? Всего доброго.